Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 27 февраля. И сегодня должна состояться очень важная встреча в Белом доме. Президент Байден встречается с лидерами Конгресса. Это главным образом, из-за кого все это и делается. Это спикер Палаты представителей Джонсон, затем лидер демократического меньшинства Джеффрис, ну и лидеры из Сената МакКоннелл и Чак Шумер. На повестке дня главный вопрос о помощи Украине. И я думаю, что вот та статья, которую я вам комментировал в предыдущих двух видео, она сыграла важную роль и продолжает играть важную роль в этом вопросе. Статья оказалась уникальной настолько, что она ошарашила просто публику и в Соединенных Штатах, по-моему, и в Европе, и даже в Раше. Смотрите, судите сами. Статья уникальная в смысле той информации беспрецедентной, которая там раскрыта. Казалось бы, сейчас об этом должны трубить все СМИ мира, обсасывать каждую косточку из этой информации, добавлять что-то новое, но даже в Америке царит какая-то странная тишина, которую я могу объяснить только шоковым состоянием тех людей, которые ее прочитали, прежде всего политиков, экспертов. То же самое происходит в Раше. Короткое, где-то я нашел, по-моему, ТАСС сообщение, короткая заметка по этому поводу, и все. Никаких там дебатов, дискуссий или ликования, или наоборот поливания там грязью на соловьином помете. Ничего этого как-то так особо и нет. Ну и, дорогие друзья, поскольку статья была большая, я ее сделал в двух видео, до конца не все досмотрели, мягко говоря. А, Помните, как это в «17 мгновениях» Штирлиц говорил, что самая ценная информация, она выдается в начале и в самом конце, потому что это лучше всего запоминается. И в этой связи я обнаружил большое количество вопросов, которые можно грубо так разделить где-то так, на три группы по поводу этой статьи. Все они важные. Тут, естественно, подключились кремлевские боты, которые, судя по всему, до сих пор не получили нужных указаний от своих хозяев, крохами от стола которых они питаются, эти личинки. И я хочу вам ответить на эти вопросы, поскольку я чувствую, что они такие животрепещущие. Итак, вопрос первый, первая группа вопросов или замечаний, скажем так. Это, видимо, идет в основном от ботов и личинок кремлевских. То есть ЦРУ использовала Украину, использовала в своих злонамеренных целях, а теперь бросает. И вот эта статья свидетельствует об этом. Значит, смотрите, надо было внимательно читать статью, кто ее читал, или хотя бы слушать то, что я говорю. С чего все начинается? Что это не ЦРУ пришло в Украину, а ЦРУ пригласили украинские представители в Украину. Причем с ЦРУ пошло без особого желания. А пригласили ЦРУ украинские представители после того, как был свергнут марионеточный путинский ФСБшный режим Януковича. И в результате чего была обнаружена масса авгиевых конюшен. И одна из этих авгиевых конюшен – это были украинские спецслужбы, которые оказались полностью под контролем ФСБ до такой степени, что вся база данных СБУ, в которые были включены жизненно важные сведения о агентуре и личном составе других спецслужб, все это попало в руки ФСБ, и они работали по этой информации. То есть это был такой провал, после которого надо было закрывать вообще все украинские спецслужбы и все начинать сначала. И в этой ситуации для того, чтобы вычистить эти конюшни, Украина не могла с этим справиться никак. Нужна была техника, для этого нужны были деньги. Страна была разворована, растерзана режимом Януковича. И пригласили ЦРУ. И ЦРУ пошло туда неохотно, о чем я вам рассказывал, потому что, такая обстановка была в Украине. Если ЦРУ планирует с другой страной сотрудничать как с партнером, ей нужен горизонт несколько лет этого сотрудничества. Чем больше, тем лучше. То есть ЦРУ не сотрудничает, не выбирает себе партнеров на год, на 2, на 3. И так вот это все и
получилось. Поэтому это не ЦРУ использовало Украину, это украинские представители, выгнав из Украины ФСБшников, вынуждена была пригласить ЦРУ и Ми-6 для того, чтобы, да, Украина, значит, заявила, почему свергали Януковича, потому что хотели в Европу, хотели на Запад, но вот пригласили западные спецслужбы, чтобы они помогли вычистить конюшни ФСБшные из Украины. Вторая группа вопросов. Некоторые пишут, это одна женщина, одна зрительница пишет, вы не убедили меня в характере, значит, этой статьи, что она обозначает. Это скорее хлопок дверью со стороны ЦРУ, типа «до свидания, все, мы заканчиваем, мы уходим». Значит, вот послушайте меня, как человека, который, ну, наверное, больше любого зрителя моего канала знает о внутренней кухне этих спецслужб. Спецслужбы, когда они разрывают или прекращают отношения, или с каким-то индивидуальным агентом, или с партнером в лице какой-то организации за рубежом, или даже страны, они не хлопают, не только ЦРУ, вообще спецслужбы, они не хлопают дверью. Дверями хлопают, это значит, в водевилях или в реальной жизни сварливые супруги, которые бьют посуду, орут друг на друга, устраивают скандалы на публике, идут в суд, поносят там друг на друга, как иногда в шоу телевизионных это изображается. А вот спецслужбы, они, если прекращают работу, они, как правило, прекращают тихо. Первый признак, и может быть последний, они прекращают отвечать на телефонные звонки или на сигналы агента о выходе на связь, о необходимости выхода. Вот он отбивает, ну, грубо говоря, азбукой Морзе или через тайник, кричит, вопиет, выйдите навстречу, жизненно необходимо, а в ответ тишина. Он звонит по телефону какому-то секретному, да, а в ответ тишина. То же самое с другими странами, потому что скандала не надо, потому что скандал – это раскрытие информации, а это самое страшное для любой спецслужбы. Не просто там агентура, а даже о формах, методах работы. То есть, если бы ЦРУ собиралась уходить, она бы ушла тихо, без скандала, без раскрытия информации. Если она раскрывает информацию, вот таким образом, как это произошло, то это не прощальный хлопок дверью, это, наоборот, знак. Знак того, что мы остаемся. Остаемся надолго. Ну, и нужно сказать, что у ЦРУ возможность остаться надолго больше, чем даже у Пентагона. Потому что, не говоря уже о других организациях, потому что даже Пентагон для того, чтобы делать, он должен получить финансирование, причем, как правило, на открытой в значительной степени от Конгресса, а ЦРУ у нее есть тайные фонды. Фонды они огромные. И все эти фонды секретные. Поэтому и без Конгресса она может оставаться какое-то время, сколько надо на неопределенный срок. Какая же цель этой статьи? Зачем она? Отвечаю. Она для того, чтобы показать, прежде всего, Мордору, ну и поддержать, так сказать, партнеров в Украине. Показать, что Украина – это стратегический форпост Соединенных Штатов Америки. И вообще всего западного мира. Так получилось. В силу географической ситуации, в связи со сложившимися отношениями, обстоятельствами, в связи, наконец, с наглой кровавой агрессией Мордора. То есть стратегический форпост всего западного мира прямо в мягком подбрюшье, у мягкого подбрюшья Мордора, как когда-то в свое время называл Черчилль Балканы. Он называл его мягким подбрюшьем. То есть это вот то место, где можно ущипнуть или потянуть и причинить большую боль. Поэтому, поскольку это стратегический форпост США, то лишение помощи Украине это не просто там глупость, это не просто просчет, это не просто идиотизм тех, кто не дает эту помощь. Это сильнейший удар по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Потому что форпост, он, прежде всего, это, то есть Украина
И я вам говорил раньше, месяцы назад, это мое видение было стратегической ситуации. Для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, она должна стать непотопляемым авианосцем. Ну, в лучшем случае НАТО или в широком плане форпостом западного мира, непотопляемым авианосцем. Имея в виду в военном плане, а для этого ее нужно вооружать, и в разведывательном плане, потому что разведка – это информация, глаза, уши. Это один из важнейших фронтов войны, потому что сейчас, в настоящее время, имея в виду характер войны, не имея глаз и ушей, не имея возможность обеспечить стратегический обман, очень трудно вести победоносные операции. И вот разведка как раз и призвана это не допустить. То есть Украина пока еще превращается в непотопляемый авианосец цивилизованного мира в военном плане, у мягкого подбрюшья Европы, то есть, простите, Мордора. Но она уже превратилась в форпост с точки зрения получения информации. То есть форпост в сфере тайной войны, самой сложной сфере, где добиться прорыва крайне и крайне сложно. Поэтому, значит, эта система, то есть Украина находится на передовой, как передовой форпост системы раннего обнаружения и предупреждения о возможном ударе или атаке Мордором с применением ядерного оружия. То есть ближе, более эффективной системы нет. Есть у них НАРАД-система, которая в Аляске расположена, частично в Канаде она расположена. Но это на случай, когда ракеты полетят через север. Но сейчас Мордор разрабатывает оружие, при помощи которого они могут с юга теоретически послать свои ракеты, или при помощи подводных лодок еще так, с востока на запад и так далее. И вот те возможности, которые возникли в связи с Украиной и на территории Украины, они в этом плане уникальны. То есть вот эти возможности, как Украины, как ближайший к Мордору форпост, система раннего обнаружения – это жизненно важный элемент для безопасности самих же Соединенных Штатов Америки. То есть, чтобы такой создать, это надо триллионы потратить. Вот НАРАД Соединенные Штаты создавали всю холодную войну. И оказалось, что он защищает только с севера, а с других сторон нет. А это универсальный форпост. Затем, при помощи Украины с активным участием, Раша сейчас, ее коммуникационные сети, они просвечиваются как рентген. Никогда Раша не была так открыта перед западным миром, по большому счету. Вот как рентген. И это особенно важно сейчас, когда Раша стала агрессором, и когда время от времени ее два карлика, один ядерный, другой кровавый, угрожают применением ядерного оружия. Я вам приведу пример из жизни. В 1985 году в Соединенных Штатах был арестован бывший офицер ВМС США Джон Уокер. До этого он работал на внешнюю разведку КГБ, на Вашингтонскую резидентуру конкретно, 17 лет. Это невероятная по срокам работа с агентом. Обычно агенты, во всяком случае тогда, работали 3-5 лет, потом был провал, как правило. Это в странах со сложной агентурно-оперативной обстановкой. Здесь 17 лет. Это был подвиг, по большому счету, со стороны тех людей, которые работали с Уокером. Я имел честь под ними работать, под их руководством на каком-то этапе. Так вот, значит, Уокер, самое большое достижение состояло в том, что он сдал коды ВМС США. Это было очень просто. Он передал шифровальную карточку для машин, которые использовались для радиосвязи. Вот одна карточка, и все. И потом, когда, его раскрыли, это был провал. Жена, вернее, не жена, любовница, поссорились они, решили хлопать дверью. Вот о чем я говорю, как опасно хлопать дверью в разведке.
Ну и дважды она посещала ФБР, различные подразделения. Наконец-то они поняли, что она не шутит, и его взяли. И когда на судебном процессе заслушивалось его дело, заместитель министра ВМС США заявил, что из-за него, из-за тех кодов, раскрытия кодов ВМС США, только ВМС, если бы началась война между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, то, по крайней мере, на начальном этапе войны, СССР из-за Уокера имел бы неоспоримое преимущество. Так вот, как я вам рассказывал в двух предыдущих видео, вот такая сейчас ситуация сложилась, только наоборот. То есть вот то, что добились совместно ЦРУ и партнеры из Украины за прошедшие 10 лет, это прорыв, это колоссальный прорыв. И учитывая, опять-таки, возросшую агрессивность, непредсказуемость, бесшабашность, безмозглость правящей верхушки Кремля, это вот это обстоятельство, это бесценно. Значит, для того, чтобы Мордору что-то изменить и залатать вот эту проблему, с учетом того, что идет война, что напряжена экономика, есть другие неотложные дела, им необходимы годы. То есть еще годы вот так Раша будет, ну, фактически стоять голой перед Западом, ну, прежде всего, перед спецслужбами Соединенными Штатами Америки. Вот о чем говорит, о чем свидетельствует эта статья. То есть в этих условиях рассматривать Украину как клиента, как страну, которой нужна подачка какая-то, это идиотизм просто. Это была точка зрения или аргументы людей, которые совершенно не понимали ситуацию. И вот для того, чтобы им раскрыть глаза, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, а еще точнее в Вашингтоне, а еще точнее в Конгрессе США, и была напечатана эта статья. То есть не давать сейчас помощи, это значит сознательно, после вот этого всего, что стало известно, сознательно наносить сильнейший удар по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, по важнейшим критически важным вопросам. И вот, наверное, поэтому и все молчат и сидят, напряженно думают, что, как же так, что же делать, что получилось. И вот я думаю, это все было приурочено к тому, что то есть эта статья, ее публикация была приурочена к той встрече, которая сейчас должна пройти в Белом доме. И ситуация проста в настоящее время. То есть все сводится, вот напечатали статью, плюс в последние дни пальцами указали конкретно, кто стоит сейчас, кто ставит под угрозу потенциально вот такую нацбезопасность США. Это Трамп и это спикер Джонсон, который фактически является подстилкой Трампа. Ну, Трамп, ладно, он еще там, у него там уголовные дела против него еще будут рассматривать. А в отношении Джонсона ему прямо сказали, что история смотрит. Но пока ему объясняли про историю. Если что-то произойдет, то он будет виноват. Но теперь ему открыто скажут, в чем он будет открыто виноват. То есть это будет преступление, не оказание. Вот как стоит вопрос. Вот зафиксируйте. В этих условиях неоказание помощи Украине – это преступление, это подрыв национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Ни больше, ни меньше. И я думаю, что вот так вот вопрос и должен ставить Белый дом, и должен ставить Байден. Другого выхода я не вижу. Ну и в связи с этим, видимо, в Кремле просекли эту ситуацию, и там царит тоже без замешательства. Нет никакой радости. Тут мне пишут некоторые зрители о том, что вот сейчас Мордор будет кричать, что мы же говорили, что там базы, и поэтому начали войну. То есть война это оправдано. Ну, во-первых, с базами Мордор просчитался. Они кричали про мифические биолаборатории. Вместо биолабораторий оказались разведпосты, о которых Мордор не знал. То есть, несмотря на всю их агентурную колонну, пятую в Украине, которая дает координаты, при помощи которой ракеты Мордора уничтожают громадные склады с новейшими ракетами и снарядами, поставленными союзниками ВСУ, несмотря на это, за все эти 10 лет они не узнали о существовании
этих разведцентров, скажем так, или разведпостов, и узнали только из «Нью-Йорк Таймс». И сейчас не могут в себя прийти. Я очень редко захожу на «Соловьиный помет», на пропагандистские каналы Кремля в последнее время. Но, слава богу, здесь есть в Соединенных Штатах Америки некая Джулия Дэвис, лично не знаком, но так, как ее читаю и смотрю за ее деятельностью, я восхищаюсь этой девушкой. Она ведет блог, она следит за вот этими всеми соловьиными пометами, беря удар и все негативные эмоции на себя, а выставляет некоторые выдержки. И вот это позволяет следить, что там происходит, не окунаясь в этот, то есть самому не присутствуя на этом балу сатаны или балу нечисти кремлевской. Так вот, там тоже как-то так царит какое-то оцепенение. Бормочет нечто о том, что вот они мечтают, что сейчас Трамп придет к власти, всех здесь пересадят, и вот это самая большая надежда. Они даже не особо не ликуют по поводу Авдеевки, говорят, что надо молчать, не сглазить там и так далее. Потому что, видимо, понимают, что вот предстоящая поставка артиллерийских снарядов, и все это закончится, просто закончится. Они говорят о том, что, вернее, заговорили наконец-то, заговорили о том, что в России, правда, они не применяют это слово, но фактически возникла демографическая яма. То есть, вот по подсчетам американцев, недавно я читал, со стороны Мордора за время войны, агрессии против Украины, вооруженные силы Раши потеряли столько людей, сколько Соединенные Штаты Америки за всю Вторую мировую войну. Вы вдумайтесь в эти чудовищные цифры. И как бы это российская пропаганда не скрывала, но это чувствуется уже, потому что нету, ну, во-первых, не хватает пушечного мяса, и надо его откуда-то зазывать и импортировать. И внутри страны не хватает рабочей силы до такой степени, что надо вызывать, импортировать рабочую силу из Африки. Ну, а на пропагандистских каналах, на «Соловьином помете» кричат о том, что у нас сложилась уникальная ситуация, нам надо приглашать людей с Запада, которым близки наши ценности. Ну, ценности, они говорят, консервативные, которые это против ЛГБТ, вот этого всего, что связано вокруг ЛГБТ. Это вот те цели, то есть те ценности, которые должны привести к нам иммигрантов из западных стран, причем им надо уже зрелые люди, чтобы размножались, потому что ждать, пока они там зачнут детей, потом они возникнут, родятся, и годы займут для того, чтобы они выросли, то есть до того возраста, когда их можно под ружье поставить и погнать на другую бойню, им нужно сейчас. И вот они надеются, что молодые, так сказать, в самом соку, западные люди прибудут в Рашу, эмигрируют, привлеченные консервативными ценностями. Ну, пока, как я вам сказал, эти не ценности, а зарплата привлекает в основном людей из Африки. А что касается представителей западного мира, то вот, кстати, часто, во всяком случае, раньше задавали мне вопрос, кто такой Скотт Риттер. Вот это один из иммигрантов, который поехал в Рашу за консервативными ценностями. Но вот полюбуйтесь, я вам все-таки отвечу на этот вопрос, как-то не доходили руки до него. Казалось бы, мелочь, но неприятная мелочь, путается все время под ногами и загаживает информационное пространство. Так вот, Скотт Риттер в прошлом, да, это офицер был военно-морских сил, если я не ошибаюсь, потом был экспертом по военным делам, ну а затем он оказался педофилом. Человек, который в 2011 году был посажен на 3 года. Формулировка была «за сексуальное преступление». Но если посмотреть, что он реально сделал, то это подходит педофилия. То есть он по интернету знакомился с девушками несовершеннолетними,
перед ними раздевался, используя, то есть испытывая, наверное, какое-то удовольствие. Потом назначал им свидание. Его на таких свиданиях один раз задержали, потом второй раз. Но это в разных местах было. Потом полицейские второго участка обнаружили, что он уже задерживался в первом участке. Короче говоря, его посадили, 3 года он отсидел, и оттуда вышел он ярым сторонником России и Путина. Книжку даже там написал, предисловие он писал, что его посадили за выражение его мыслей. Ну что еще? Значит, работал он в советском посольстве в свое время, то есть американском посольстве, простите, американском посольстве в Москве. Там, ну, наверняка засекли, то есть за американским посольством в Москве по традиции там муха не пролетит, чтобы за ней не следили. Просто муха не пролетит. И тут находится чел, который знакомится с русской женщиной, начинает встречаться, собирается жениться. Ну, если кто-то будет рассказывать мне, что это прошло мимо внимания КГБ, ФСК, ФСБ, то я просто рассмеюсь этому человеку в лицо. Конечно, знали. Тем более, что эта женщина, она была из УПДК, Управления делами дипломатического корпуса, как-то связана вместе с ним, а оттуда отбирают людей именно российские спецслужбы. Короче говоря, судя по всему, ему еще подсадили агента, и он на этом агенте женился. Но это второе. И, наконец, значит, он стал, после того, как он вышел из этой тюрьмы, на него карточку завели. Вот вам, смотрите, здесь эта карточка, где написаны все его показания, вернее, все его данные. Эта карточка выставляется для всеобщего пользования, потому что преступления на сексуальной почве, на педофилия в Соединенных Штатах считаются особо опасными, особенно если человек где-то, оказывается, он поселяется в каком-то комьюнити. То есть он начинает представлять опасность всему комьюнити. Даже Бог знает, что завтра он пристанет какому-то ребенку на одной улице, послезавтра на другой и так далее. Вот распространяя такие карточки, и каждый желающий может подписаться под этой карточкой, и ему будут сообщать о передвижениях вот этого преступника вообще по территории, чтобы знать, где он сейчас находится, чтобы, не дай бог, не снять или не купить дом рядом с ними. И вот это создание, значит, загаживал некоторым из вас, дорогие друзья, мозги в течение длительного времени своими аналитическими испражнениями по поводу того, что Украина обречена, а Россию ждет великая победа. То есть вот с таким прошлым в Соединенных Штатах работу найти невозможно. Просто невозможно. И жил он, я вам 100% даю гарантию. То есть книгу его тоже никто бы не купил. Здесь, кроме, ну, может быть, из Раши как-то там заплатили под видом книги, под видом гонорара какую-то сумму. Но все равно не разбежишься. Ну и вот помыкавшись, вот этот иммигрант приехал в Россию и сейчас будет размножать население для Мордора. Вполне нормально, потому что вот Мордор, они такие, вот такие люди им надо. Пусть размножают. Ну и тем временем на соловьином помете мечтает о том, что Трамп придет к власти и всех пересадит, разрушит Deep State. Это самая великая мечта Кремля. Это будет для них победа. Но тут большие трудности у них будут, потому что все эти праймерис, которые сейчас прошли, они сводятся к тому, что Трамп с треском проигрывает, вот сейчас Ники Хейли на праймерис, во всех предместьях, это suburbs называется в Соединенных Штатах, это вот вокруг крупных городов, в городах мало кто живет, ну, если только не брать такие, как Нью-Йорк, там уже далеко ехать за город. А вообще в городах мало кто живет, в частности в Вашингтоне. И все люди, которые там работают, они потом выезжают в зеленую зону вокруг этих городов. Там у них хорошие дома, вот там они и живут. И там, значит, живут люди с высоким образованием, с высокими доходами, занимающие хорошее положение в жизни. И вот там Трамп проигрывает просто с треском. И какой-то диссонанс даже в последнее время образовался между пометами. Вот одно дело соловьиный помет, это для аналитика, для дебилов. А вот есть там такой, который претендует на орков, действительно аналитиков.
интеллигентных орков. Программа называется, по-моему, «Место встречи». И вот опять-таки я увидел у этой же Джулии Дэвис там отрывок разговора, когда присутствующие ржут над Трампом, называя его чуть ли не идиотом. Они комментируют, что и как он говорит. Это действительно речь плохо образованного человека, который, ну, он не политик, он не аналитик, он не умный, интеллигентный человек. Он это шоумен для такого средней, интеллектуально неизысканной публики, скажем так. Они ржут над ним и ржут над его избирательной базой, над, как они выражаются, тупыми реднеками. Ну, то есть вот такая вот обстановка сейчас царит в Мордоре, и вся их надежда на то, что Запад не даст оружие Украине, и, конечно, возможность избрания Трампа. Так вот, значит, вот эта статья, она нацелена в том числе на то, чтобы, если произойдет если развитие событий пойдет по самому худшему варианту, и Трамп действительно станет президентом, во что я не хочу верить. Ну и пока вот то, что идет сейчас аналитика, свидетельствует о том, что этого не должно произойти, потому что он даже в его собственной республиканской партии не менее 20%, 25%, которые готовы пойти на выборы, но они говорят, что за него мы голосовать не будем. Вот в этой ситуации происходит еще одно знаковое. Вернее, нет, давайте я отвечу еще на один вопрос, потому что опять он время от времени появляется. Бернс пишут, а вот расскажите, с тайной миссией приехал Бернс, а до этого он был в Москве, и он привез требование к Украине сдать мир, вернее, получить мир за территорию, обменять мир на оккупированные территории. И вот скажите, как это так? Тут все смешалось. Все смешалось в доме Облонских. Во-первых, значит, по поводу визита Бернса в Киев, вот недавний визит, я вам рассказывал в одном из, по-моему, во второй части этого видео статьи «Нью-Йорк Таймс». И о нем писала «Нью-Йорк Таймс». И черным по белому там было написано, что он приехал подтвердить о намерении его организации и Соединенных Штатов Америки продолжать поддерживать Украину. И, как я вам сказал, для того, чтобы хлопнуть дверью, если собирался это сделать Бернс, не приезжают, просто не приезжают. Перестают общаться, отвечать на телефонные звонки, но о том, что мы с вами больше не сотрудничаем, для этого не надо ехать в Киев. Это идиотизм. Во-вторых, вот информация о том, что он приехал из Москвы, это опять перепутали. Это было дело в январе 22 года, буквально накануне. И это все было описано в статье в журнале Newsweek. И я размещу ссылку на эту статью, которую я подробно разбирал, и был первым, который в русскоязычном интернет-пространстве подробно разобрал эту статью, тогда же, как только она вышла. И тут все накручено и перекручено. Значит, тогда на него обрушились кроты Кремля в Украине и стали раздувать информацию о том, что вот он, во-первых, слил Украину в Москве. А на самом деле что получилось? Почему они его возненавидели, кроты? Потому что на эту встречу с Зеленским он положил на стол список кротов Российской Федерации в Киеве и сказал, что мы вам будем помогать. Очередной раз он сказал, очередной раз за последние предыдущие 6 месяцев. Он сказал, что на вас будет нападение, но мы вас поддержим, но только уберите вот этих. Значительная часть из них была убрана, кроме одного, он до сих пор держится, и вы, наверное, знаете, кто это такой. И вот эти кроты обиделись на ЦРУ и на Бернса, и с тех пор начали разгонять дезинформацию о том, что он слил Украину. А на самом деле было как? Опять-таки, я вам размещу ссылку на видео, которое называется «Завтра будет война». Его уже на моем канале посмотрело более 1 миллиона человек. Это видео о том, как Соединенные Штаты, тоже ЦРУ, они сначала по дипломатическим каналам, по политическим каналам наводили информацию полгода.
руководству в Киев о том, что грядет агрессия. Что отвечало это руководство, посмотрите в этом видео. Отбивалось, дерзило, хамило о том, что то есть обвиняли американцев чуть ли не в провокации, намерении как-то так замутить обстановку, создать ажиотаж в обществе, помешать великому строительству. В общем, мирной, хорошей, счастливой жизни украинского народа. Это все вот. Ну, посмотрите, чтобы не быть голословным. Посмотрите это видео. То есть в последние дни недели перед агрессией украинские высшие представители говорили, что все нормально, все спокойно. А почему все спокойно? Потому что Козак Ермаку по телефону регулярно говорил, что ничего не будет. И вот ему верили. А американцам не то, что не верили, их нафиг грубо, а иногда по-хамски посылали. И вот едет Бернс в Москву. И Путин признается ему. Ему надо, во-первых, было подтвердить информацию, что действительно Мордор собирается нападать. Это самое главное. То есть это вот главная миссия разведчика. Он туда едет. Путин открытым практически текстом ему говорит: да, мы нападем. Ну и потом вот эти самые личинки и боты из ОПы рассказывают, распространяли информацию. И вот тут-то Бернс сдал Украину. То есть он не сказал, что мы вас атакуем. А что он должен был сказать, Бернс? Если украинское руководство не то, что не собирается ничего делать для обороны страны, вообще, оно даже отрицает какую-то возможность, то есть необходимость действовать в этом направлении. Оно не собирается готовиться к войне. Зачем ему чья-то помощь, если это руководство не собирается защищать свою страну и ничего не делает? И что Бернс должен был сказать тому самому Путину или Нарышкину, имея в виду вот такое руководство в Украине, что если вы нападете на эту страну, которая возглавляет это руководство, которое не хочет защищать свою страну, то мы начнем с вами ядерную войну? Но это же идиотизм. Вы поставьте себя на место Бернса и Соединенных Штатов Америки. Если бы украинское руководство готово было защищать свою страну, реагировало на преступления Запада, это один вопрос. А если оно закапывает деньги в асфальт вместо того, чтобы хотя бы траншеи вырыть, то ну кто ему поможет? Ну не хочет человек защищать свою жизнь. И что получается? Значит, что делает Бернс? Бернс говорит: окей, тогда давайте так. Вы не выходите за пределы Украины. Он не сказал ему, что мы не будем помогать Украине. Была достигнута договоренность. Это не будет какая-то там безумная военная операция. Путин пообещал это сделать быстро, надеясь на пятую колонну, о чем Бернс, как хороший разведчик, тоже получил информацию о наличии этой пятой колонны, и что она будет помогать Мордору. И договорились, значит, что вот такая будет операция. В это время на столе у Путина, как потом стало известно, лежало два предложения. Первое – это от Генштаба, который требовал начать войну так, как она идет сейчас, как она начала вестись с примерно осени прошлого года. То есть первый ошеломляющий удар огневой, всеми средствами поражения, огненный смерч, ну и потом вперед, танки, бронетранспортеры и так далее. Но Путин выбрал второй вариант, надеясь, зная, что руководство Украины не собирается страну защищать и ничего для этого не делает, а наоборот разминирует территории, участки на юге Украины, чтобы, наоборот, облегчить Мордору осуществление операции. Он выбирает предложение спецслужб. И вот недавно, посмотрите это интервью, Уэсли Кларк, большой друг украинского народа, дал интервью, в котором он говорил, что Путин, вот он войну, он не начал войну, он начал спецоперацию, действительно спецоперацию спецслужб. И вот тут-то наступил провал, потому что, несмотря на сопротивление украинского руководства, как минимум 17 самолетов из Великобритании и Соединенных Штатов Америки прибыли в Киев, загруженные под завязку джавелинами и НЛО. А когда началась агрессия, то это пошло уже полным ходом. И если бы, и вот это получилась эта заминка, то есть
эта операция спецслужб с треском провалилась. И это дало возможность выиграть время, увеличить помощь Украине. То есть сначала Запад убедился, что руководство Украины собирается защищать страну в конце-то концов. А после этого уже пошла помощь. То есть, так по большому счету, Бернс в ходе поездки в Москве, во-первых, он получил подтверждение, что это будет нападение. И во-вторых, он повел себя таким образом, что подтолкнул Путина к идее, что не надо начинать войну по тому плану, который предусмотрел Генштаб Российской Федерации, а надо поехать на легкую прогулку, которую предлагали спецслужбы. И вот это был провал. И этот провал потом вызвал противоречия между разными головами, которые руководили операцией. С одной стороны Генштаб, с другой стороны спецслужбы, с третьей Кремль, которые вот до последнего времени создавали там такую нервозную обстановку, апофеозом чего был мятеж Пригожина. Так что Бернс, да, после этого Бернс приехал в Киев, рассказал все, положил карты, где объяснил, откуда, что, куда будет идти наступление, положил список из этих кротов и сказал Зеленскому, если вы хотите, чтобы мы с вами работали открыто, нам надо доверие, поэтому уберите их. Что Зеленский не сделал, сделал потом так, как с мясом отрывал одного за другим этих кротов от сердца от своего и увольнял. А не сразу это сделал. Ну вот такая, господа, обстановка. Поэтому имейте в виду, Бернс.ру. Тут еще в этой статье не было сказано, что главная организация Соединенных Штатов, которая оказывала помощь Украине в плане логистики и поставки вооружений, это ЦРУ под руководством Бернса. Все оружие, самое главное, идет по каналам ЦРУ. Они создали всю эту сеть в кратчайший срок. Помимо, значит, открытой сети, ну, полуофициальной, скажем так, они еще создали потрясающую, невидимую, секретную сеть, по которым поставляются те виды оружия, ну, до последнего времени, о которых широкие народные массы до сих пор не знают. И даже украинское руководство о их появлении там многих видов вооружения не знало и не знает. Поэтому не было бы ЦРУ, а если бы Бернс был, значит, типа близким Путину человеком, то оно бы так не работало. А если бы оно не работало, то ВСУ уже давно бы воевали луком и стрелами. Поэтому, господа, ЦРУ, я вам скажу, и Бернс, они сделали для обеспечения боеспособности вооруженных сил Украины, и вот этот прорыв, то есть фактически Украина сейчас выигрывает ситуацию в трех сферах: на море, в воздухе и в области информации, разведки. А информация – это, согласитесь, это главный ключ к победе. Без информации победа невозможна. Так вот, везде, во всем этом деле принимал участие ЦРУ, Бернс. И Бернс, я говорю это с полной ответственностью, сделал для обороны Украины реально больше, чем вся ОПА Ермака вместе взятая. Теперь последнее, что-то мы заговорились об этом, но я считаю, что это самые важные вопросы, которые определяют сейчас контуры, параметры нынешней ситуации. Швеция принята в НАТО. Ура, господа! С этим событием, как я говорил раньше, когда мы это ожидали с нетерпением, Балтийское море превращается в озеро НАТО. Балтийский флот – все. Российский Балтийский флот – все. Северный флот Российской Федерации с его ядерными подводными лодками. Это самый боеспособный и самый опасный флот, который есть в распоряжении Кремля. Самое главное, там подводные лодки. С включением Финляндии и Швеции он в значительной степени будет парализован. Потому что я неоднократно рассказывал, в случае большой войны, прежде чем она начнется, из вот этих баз в районе Мурманска, вот там вот, Кандалакша и так далее, должны выйти ядерные подводные лодки, и они должны пройти, там вот есть такой треугольничек,
севернее Скандинавии, потом там Исландия и так далее. Короче говоря, вот Скандинавия, она играет ключевую роль для обеспечения контроля за акваторией, водной акваторией в том районе, через которую должны идти российские подводные лодки. Теперь вся Скандинавия – это НАТО. То есть это величайшее событие. Это величайшее событие в истории вхождения Финляндии и Швеции. Мордор должен быть потрясен, поскольку это кардинально меняет соотношение сил между силами зла, Мордором, и западным миром. В военном плане. Это катастрофа, просто катастрофа. И как-то вот слышите эту звенящую, оглушающую тишину в российских средствах массовой информации. Они еще не знают, чего сказать. Но помимо всего прочего, Швеция заявляла вот все те месяцы, когда она ждала официального вступления, что она готова будет передать Украине истребители «Гриффин», но как только вступит в НАТО, поскольку этих истребителей у них было около 100 штук, и если они передадут их, то им надо, чтобы их прикрыли другие страны НАТО своей авиацией. «Гриффин», то есть «Грайпен», простите, «Грайпен» – это истребитель, о котором я вам рассказывал, по-моему, с апреля, простите, где-то с конца, где-то с лета 22 года. По мнению многих западных аналитиков военных, это лучший самолет, который вот в существующих условиях может быть поставлен в Украину. Почему? Потому что он неприхотливый, он вот как будто сделан для потребностей Украины. Потому что Швеция создавала этот самолет не для дальних глубинных ударов по российской территории. Она создавала этот самолет для защиты от возможного нападения Советского Союза, потом России. То есть как раз вот те цели, которые стоят перед Украиной. И для вот этой задачи, защиты своей территории, своего воздушного пространства, он приспособлен идеально. Для него не надо супераэродромов, он может садиться прямо на асфальтовую дорогу. Он неприхотлив в обслуживании по сравнению с тем же F-16. То есть его можно дозаправить и перевооружить в течение, говорят, где-то 10 минут силами одного техника и 5, как говорят, новобранцев. Всего-навсего, чего невозможно сделать при F-16. Там на нем стоит достаточно современная авионика, компьютерная, значит, компьютер. И если вместе с ним поставить еще новейшую ракету, которая называется «Метеор», то это все, это чудо-истребитель, который будет наносить удар вглубь российской территории, по российским самолетам, которые за пределами воздушного пространства Украины. Проблема до сих пор была в том, что «Метеор» – это новейшая ракета, и это разработка совместная, не только Швеции, но там целая группа европейских стран, включая Германию и Францию. И для этого нужен консенсус этих стран. И Швеция, да, и была, во всяком случае, вот тогда, в 22 году, еще стоял вопрос, можно ли доверять, имея в виду позицию ОПы, прежде всего. Можно ли делиться этой новейшей ракетой с Украиной? Не передадут ли эту ракету Мордору? Это был бы удар по национальной безопасности всего НАТО. Ну, я надеюсь, что сейчас как-то этот вопрос, может быть, изменился, подход к этому вопросу. Потому что Грайпен с Метеором и Грайпен без Метеора – это разные самолеты. Тоже касается, между прочим, и F-16, поскольку у F-16 тоже есть аналог Метеора. Это ракета AIM-120, новейшая ракета. Так вот, эта ракета AIM-120 на F-16 делает его более эффективным, чем практически любой самолет, находящихся на вооружении вооруженных сил России. У нее дальность полета дальше,
Все, у него преимущество. А вот без этой ракеты, с другой ракетой, это уже не так. Ну, короче говоря, ждем. То есть Швеция обещала решить этот вопрос быстро по ее вступлению в НАТО. Ну и свершилось. Теперь этот вопрос можно поставить в практическую плоскость. А вообще, я вам скажу так, а, шведские военно-воздушные силы, у них насчитывается 425 самолетов, это по состоянию на лето прошлого года, они являются одними из самых эффективных в Европе. И вообще ее техника, помимо самолетов, помимо ракет, шведы также делают НЛО, ряд других замечательных вещей. Во времена Советского Союза Швеция была полигоном или ареной самых больших усилий, самой большой активности советской разведки, которая работала по получению информации о военных разработках в Швеции. Они считались супер-пупер. Теперь, значит, последний вопрос, на котором я хочу на сегодня поставить точку, это заявление Макрона о том, что НАТО не снимает с повестки дня ничего в противостоянии с Мордором и в плане защиты Украины, даже вопрос о возможной поставке, вернее, развертывания военнослужащих стран НАТО на территории Украины. Ну, тут же последовали высказывания Шольца, затем представителей других государств, которые, в общем-то, сказали, что сейчас таких планов на повестке дня нет. Вопрос, зачем он это сказал, но есть очень такое мнение, которое я разделяю. В начале, вернее, перед агрессией России, накануне агрессии, Байден и вообще его администрация сделали ошибку. Они сами прочертили для себя красные линии. Они сказали, что мы не собираемся доводить дело до Третьей мировой войны, нам не надо ядерное столкновение. И вот они прочертили таким образом себе красную линию и поставили в известность Мордор. Это было неумно, потому что не надо никогда говорить о том, что ты не сделаешь. То есть враг получает полное представление, как бланш действовать агрессивно в рамках вот этих красных линий. Ну и теперь вот Макрон решил эти красные линии как-то так дезавуировать, сказать, что ничего не снимается с повестки дня. Никакая карта не убирается. И, в принципе, если ситуация в Украине будет обострена, то вполне возможно мы и пошлем своих военнослужащих в Украину. Но, с другой стороны, вот тот же Фицо, как бы к нему плохо не относились, но он правильно сформулировал вопрос, что сейчас Украине не столько надо войска НАТО на ее территории, сколько оружия. И это правильно. Об этом сказала та же самая Швеция. Нужно оружие, нужны боеприпасы. Кстати, Франция тоже, Макрон. Франция стала главной страной-координатором вопроса о поставке боеприпасов, амуниции. То есть Макрон, вот теперь надо его взять за язык, поймать за язык и сказать: ребята, нам не надо ваши солдаты, но вы сказали, что готовы на все. Вот сделайте, выполните свою миссию, вы теперь координатор, и поставьте боеприпасы, поставьте амуницию. Вот какая, господа, ситуация на настоящий момент. На этом позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.